Незакрытые задачи– это биологическое оружие против тебя самой. Незавершенные задачи– это как заложить бомбу в психику. Зейгарник потом изучал это явление у политических заключенных. Они ломались намного быстрее. Каждая вкладочка – это не просто дела. Это страхи, тревоги. Мы обманываем систему. Нужно всего лишь 2 минуты. Воскресенье, 12 часов ночи, я лежу в кровати, завтра встреча с клиентом, у меня есть обычная, нормальная, стандартная работа, все подготовлено, я могу теоретически спать. Но нет, я не сплю, я лежу и кручу в голове. Я не написала пункт номер 4 в презентации. Кроме меня об этом никто не знает, но я же точно знаю. Я не работаю. Я просто лежу в кровати, и мозг, как собака на поводке, крутится вокруг этой задачи пункта номер 4. Я понимаю, по-другому никак. Я встаю, пишу этот проклятый пункт, 5 минут работы, вставляю его, и только тогда могу спать. Тогда же я подумала: сука, почему я не сделала это 19 часов в пятницу, когда была возможность, я была бы живым человеком, я бы 2 дня об этом не думала до понедельника, почти что вот уже понедельник настает. Почему мой мозг заставил меня ждать все выходные до бессонницы, чтобы это допустить? Ответ – Зейгарник. Чего? Это эффект Зейгарник. Мозг продолжает обдумывать задачу в фоновом режиме до тех пор, пока он не выдаст тебе ответ. Или ты не отменишь эту задачу. И это психотический эффект. Психотический, буквально, не психологический. Итак, рассмотрим, кто такая Зейгарник и что же случилось в моей голове. А начнем сначала. Кто такая Зейгарник? Блюма Зейгарник в 1927 году в Берлине замечает следующую вещь. Советский психолог, она работает в лаборатории, и она наблюдает за официантами в баре. Они помнят неоплаченные счета, прям как положение в пространстве даже их помнят. Но как только счета оплачены, они их забывают, словно их никогда не было. Зейгарник проводит эксперимент. 20 простых задач. Половину она прерывает, не дав закончить, а вторую половину дает людям абсолютно нормально закончить. И что же происходит? Люди вспоминают прерванные задачи в 2 раза лучше, чем завершенные. Но вот что не говорят в учебниках. Зейгарник потом изучал это явление у политических заключенных, у людей, которые не могли закончить свои дела на воле перед арестом. Они психологически ломались намного быстрее. Не потому, что их мучили, а потому, что их мозг буквально не мог отпустить открытые цели, незавершенные задачи. Это как заложить бомбу в психику. Вот тебе задача без конца, держи ее в голове вечно. Апа! Научный переворот! Эффект Зейгарник не просто про «надо помнить недоделки». Нет, это физиологический механизм заложника своих задач. Мой мозг берет незавершенную задачу и буквально держит ее в коре головного мозга как напряжение. Ты не можешь его отпустить до тех пор, пока ты не закроешь задачу. Это было важно для выживания. Это механизм выживания. Мамонта не добили, помнишь? Завтра пойдем добьем. Но в современном мире этот механизм превращает тебя в психа. У тебя слишком много задач. Вместо мамонта у тебя счета, письма, проекты. Их бесконечное количество, они никогда не заканчиваются. Вкладок в твоей голове больше 60. А теперь давай сделаем следующее. Визуализируй себе браузер как психбольницу. Это твой браузер Chrome. Каждая вкладочка – это не просто дела. Это страхи, тревоги,
Письмо, которое я боюсь отправить, разговор с мамой, который я боюсь озвучить, разговор с шефом о поднятии зарплаты, разговор с парнем о том, что со мной не надо так разговаривать, и еще тысячи разговоров, звонков, диплом, в тот же список все ложится. Это не просто вкладки, это твоя психика, которая сейчас сломана. Chrome 47 вкладочек медленно загружается, но ты все равно это терпишь, вместо того, чтобы закрывать вкладки. Твой мозг с 47 открытыми задачами работает не просто медленно, он работает деструктивно. Ты чувствуешь фоновую тревогу. Ее нельзя назвать, но она есть. Ты чувствуешь что-то не так, но что конкретно? Блин, не понимаю. Может быть, это вопрос «я уставшая», но ты же ничего не делала сегодня. Ты не можешь расслабиться от того, что у тебя отложенных кучу задач. Вкладки открытые, ты прокрастинируешь и избегаешь в них заглядывать. Ты берешь и бежишь в Netflix, Facebook, куда угодно, где бы можно достать дофаминчика. Это не персональная слабость. Это твой мозг пытается убить тебя, используя твой же инстинкт выживания. Это темная фраза. Незакрытые задачи – это биологическое оружие против тебя самой или самого. Ты ленивый, я ленивая, мне надо больше мотивации. Нифига, неправильно. Прокрастинация – это попытка спастись от психологического напряжения. Чем более сильный человек, тем больше он себя нагружает. И тем больше пытается от себя сбежать. Ты видишь задачу, мозг активирует зигарник, напряжение. И когда ты пытаешься открыть новую вкладочку, ты вместо того, чтобы открыть ее, бежишь в Netflix, в Facebook, в соцсети. Мозг снимает напряжение на 10-20 минут. Дофаминчик получили, есть облегчение. Но задача не закрыта, и напряжение возвращается в 2 раза сильнее. И тебе кажется, что это твоя задача, она еще в 2 раза больше становится. И возвращаемся на свой цикл ада. Ты не ленива, ты зависима от цикла. Избегание, облегчение, избегание, облегчение. Мозг держит в активной памяти до хрена твоих дел. И это неврологический факт. Исследования Балмайстер и Марис Крапа, когда у них была незавершенная задача, так вот, активируется система дефолтных систем мозга. Та, что работает в режиме «я ничего не делаю, но постоянно о чем-то думаю». Это постоянная фоновая работа. Если у тебя 15 открытых задач и вкладочек, твой мозг 15 раз одновременно прокручивает режим дефолтной сети. Это как ты бы слушала 15 песен одновременно и пыталась сосредоточиться и запустить еще 16-ю. Не получается. И ты чувствуешь себя поломанным. Но не ты виновата. Это все архитектура мозга. Давай говорить следующую вещь. Это не я ленивая, это у меня мозг так работает. Намного проще договориться с мозгом, чем с самим собой. Давай сделаем технику на 2 минутки. Зигарник активируется при первом прикосновении к задаче. Может быть, мы его используем в плюс для себя. Давай сделаем весь цикл за раз. Нет. Давай включим эффект зигарник, чтобы мозг сам захотел доделать. Мы обманываем систему. Нужно всего лишь 2 минуты, чтобы мозг включился в режим «я это делаю». Какую-то коротенькую штучку, такую хернюшечку, которая запустит эту задачу, даже если задача огромная. Выбери одну задачу, не весь список дел, а только одну задачу. И за 2 минуты, вот прямо сейчас закончится это видео, поставишь таймер и сделаешь за 2 минуты
что-нибудь, что продвинет тебя к твоей главной цели в жизни. Что угодно. Открыть имейл. Хочешь остановиться? И вот прям честно, может даже сейчас нажать на паузу и подумать, что самое важное в моей жизни. Я хочу это, но я все время откладываю, я боюсь этого. Давай посмотрим, я хочу Феррари. Сколько стоит Феррари? Давай начнем со следующего. Найти Феррари в продаже. Вот за 2 минуты ты можешь сделать первый шаг. Не абстрактную цель, а абсолютно реальную. Ну, я не ответила в комментариях на видео, где мне задали важный вопрос. И я уже откладываю это с дня на день целую неделю. А должна была бы написать и сразу сделать и выкинуть это из своей головы. Но это становится большущей задачей, потому что я ее откладываю с дня на день, с дня на день, с дня на день. Окей, мой таймер пошел. Я прямо сейчас открываю свой задачник и пишу сделать первый шаг, написать тему дипломной. И напиши мне в комментариях, какая твоя задача. То, что ты откладываешь прямо сегодня и уже неделю, месяц, 2, иногда год. Может развестись, а может жениться наоборот или выйти замуж. Какой твой самый большой вызов, который стоит перед тобой прямо сейчас? Мне будет очень интересно почитать в комментариях. Напиши, поделись. Ты же живой человек, не робот. Итак, запускаем таймер. 2 минуты. Какую конкретную маленькую вещь ты можешь сделать для того, чтобы начать дело, которое ты откладываешь уже давненько? 2 минутки. Тебя не убьет маленькое дело на 2 минутки. Мозг в режиме «я уже начал делать». Вот это и есть эффект Дейгарни. Обмануть немножечко свой мозг. Ты уже в процессе. Осталось всего лишь доделать. Первый шаг из 1000 шагов ты уже сделал. И многие после 2-минутной сессии начинают свою 30-минутную сессию, спринт, так называемый помодоро. Маленькие задачи бьются на 30-минутные спринты. Как только ты заходишь в режим 30-минутного спринта, ты просто отключаешь все остальные раздражители. Тебя не отвлекает ни телефон, ни мама, которая звонит на работу, ничего и никто, ни подружка, ни бойфренд, никто не важнее твоей задачи. 30 минут можно совместить с 30-минутным бинауральным ритмом, музычкой. Обычно это в наушничках. С одной стороны одни биты, с другой стороны другие биты. И ты представляешь, что они между собой в голове твоей производят революцию, потому что мозг пытается обработать 2 разных сигнала. И он думает, одно из двух, или я сошел с ума, или я сошел с ума. Но при этом он очень хорошо фокусируется. И ты можешь использовать этот эффект для того, чтобы 30 минут отключить все внешние раздражители и заняться одной задачей. Потом, через 30 минут, ты делаешь паузу, встаешь, потянулся, размялся, ты вспомнил, зачем я сижу 30 минут, чья это задача вообще. 30 минут – это реальный спринт, за который можно сделать кусочек работы, потом еще раз сделать, встать, размяться, сделать еще один кусочек. Что тебе это дает? Искусство маленьких шагов. Об этом говорят все, но мало кто делает. Давай сделаем по чесноку. Твоя задача, любая, может разделиться на 30-минутные блоки. Даже для того, чтобы приступить к 30-минутному блоку, тебе нужно собраться с мыслями. А вот на 2-минутную, мини-пиздрическую штучку тебе не нужно собираться с мыслями, делать «сейчас я нажму кнопку слива воды в туалете». Это ничего тебе не стоит, тебе не нужно собираться для этого. То же самое ты делаешь с мелкими задачами, которые ты хлопаешь как семечки. Так вот, сначала режешь своего огромного слона на кусочки, а потом вообще из них фарш делаешь. И вот эти вот котлетки уже из маленьких-маленьких задачек намного приятнее есть. Я, например, ем свою задачу под дип хаус бинауральным ритмом.
И мне это доставляет удовольствие. Еще и свечечку могу зажечь. Для того, чтобы почувствовать, что от процесса я тоже получаю удовольствие. Мне не надо собираться с мыслями для того, чтобы сделать что-то приятное. Ты же не собираешься с мыслями для того, чтобы тебе сделали массаж. Ну вот, примерно то же самое. Тебе не нужны предварительные ласки для приятного времяпрепровождения. Кстати, мой саундтрек к методу помодоро, методу 30-минутных спринтов я оставлю в описании. Там, кстати, можно и записаться ко мне на индивидуальную сессию или получить разбор по паттернам поведения. Все это можно сделать в личку. Пиши мне. А теперь самая важная часть этого видео. Закрытие гештальтов или ритуал освобождения. Итак, шаг номер 1. Сделали скриншот с того, что у нас в оперативной памяти сейчас находится. Второй шаг – это та категория, которую можно закрыть прямо здесь и сейчас за 1-5 минут. Ответить на письмо, позвонить, послать месседж, купить какую-то штучку, которую очень-очень надо и срочно, написать одну фразу. Закрой эти дела, дай себе 20 минут и позакрывай маленькие, мелкие делишки, которые грузят твою операционку. И отпусти их из своей головы. Поставь галочку. Нужно именно визуально зачеркнуть плюсик, галочка. И все. Это ушло из моей зоны ответственности. И почувствуй, как тебе стало лучше. Это работает. Оно просто дает тебе возможность открыться и дышать полной грудью хотя бы на плюс 10%. Ты освободила, позакрывала вкладки в своей голове или ты выключил из зоны ответственности какую-то из своих задач. И у тебя есть теперь возможность открыть новую вкладку. Да, это странные наебалово мозга, но лучше сделать следующее. Сначала дать себе награду, какую-нибудь конфетку мысленную. А не обязательно есть жрать шоколадки. Можно сделать, поставить классную музыку или станцевать танец пингвина. Что тебе кайфово? Награди себя или просто скажи: я молодец. Сегодня я вот 3 штуки вещей уже сделал. Потом можно начать открывать новые вкладки. Но сейчас прокайфуй от того, какая ты крутяшка. Но я не хочу начинать новые задачи. Я вообще ничего не хочу. Ага, элементарно. Ты свой мозг уже догнал до такой степени, что ты загрузил его таким количеством задач, что у него нет места на перерабатывание еще информации. Отстрели свой мертвый хвост, отрежь свои ненужные части тела, ненужные задачи, которые ты не можешь выполнить. Ну, не хочешь ты заканчивать эту книжку, возьми ее, подари какому-нибудь другу. Ты чувствуешь себя виноватым за то, что ты что-нибудь не сделать. Ты говоришь, звонишь этому человеку прямо сейчас и говоришь ему: слушай, я, конечно, виноват, я тебе пообещал это сделать, но я этого не сделаю, потому что у меня куча своих задач. Займись этой задачей самостоятельно, не грузи меня своими проблемами. Да, это неприятно, но каким ты почувствуешь себя крутым от того, что ты по-честному сказал человеку: чувак, ты не в моих приоритетах. Даже если это любимая подруга, которая на тебя навесила какую-нибудь очень важную ей задачу. Ну, это же не твоя задача. Отстрели эту задачу из своего списка. Зачеркни, вычеркни, поставь галочку. Теперь это не твоя задача, и она уйдет с твоей операционной системы. И ты будешь заниматься своими делами, а не соседки, брата, свата, тети или мамы. Даже мамы, которая очень любит ставить перед тобой задачи, особенно если они якобы твои. Ой-ой-ой, точно. Итак, в твоем списке 3 типа задач. Первые, которые ты можешь начать прямо сейчас. Вторые, которые ты никогда не будешь делать, и ты прямо об этом говоришь человеку и вычеркиваешь из этого списка не свои задачи. И третье. Хочу, но
Не могу прямо сейчас. Дай этому время и место. Конкретную дату, конкретное время. Я об этом подумаю завтра. Помнишь, Скарлетт О'Хара говорила: я подумаю об этом завтра. Это действительно работает. Прямо сейчас я об этом думать не буду. Это не будет занимать мою операционную систему. Но я об этом обязательно подумаю. И этому будет место завтра, через неделю, через месяц. Но сейчас я думаю или делаю что-то другое. Что важное нужно сделать прямо сегодня. Да, в твоем списке теперь появились даты и время, назначенное время. А до этого времени твой мозг может отпустить ситуацию. И что же происходит, если не закрывать задачи? А ты знаешь, вообще хотя бы приблизительно догадываешься, сколько людей покончили жизнью в период сессий, дедлайнов, квартальных отчетов? Потому что прокрастинация плюс незакрытые зигарники – это психологическое состояние, в котором смерть кажется облегчением. И это не драма, это факт. Я знаю людей, которые работали над одним проектом 3 года. 3 года зигарника каждый день. Они жили в процессах, они не могли закончить эти дела. Знаешь, во что они превратились? 3 человека превратились в скелеты с глазами, которые не спят. И это не выгорание, это адская депрессия, потому что мозг буквально не может отпустить проект, дело. И это задача, если она открыта и не закрывается никак долгий период времени, нужно ее закрыть любым способом. Сделай или отпусти. Если ты не закрываешь, это не прокрастинация, это самосаботаж с летальным исходом. Кто выиграет от того, что тебя не будет как исполнителя этой задачи? Выбирай: или задача, или твоя жизнь. Ты не выполнил одну задачу и покончил с жизнью из-за того, что у тебя одна из 100 возможных задач в твоей жизни не выполнена. Просто возьми эту задачу и исключи из списка задач своей жизни. Но сам процесс не обязательно останавливать, а? Вот тебе один примерчик. Была у меня одна знакомая, перфекционистка еще одна. В моих устах это звучит как ругательство уже. Так вот, она получила в компании, крупной компании, хороший высокий пост. И первый месячный отчет, он был чуть-чуть не идеален. Она вместо того, чтобы его сдать в пятницу, она решила открытой задачу оставить до понедельника. И вот в понедельник утром рано до работы она еще отправит. Она крутила в голове эту задачу. Она на все выходные потратила на переделку. Потом всю неделю она мне жаловалась, что она больше не хочет ходить на работу и не хочет работать в этой компании, потому что она слишком сильно устает. Из-за бляха-муха того, что на выходные она не закрыла одну вкладку. И это не смешно. Одни выходные ей от первого месяца работы испортили весь кайф, хотя зарплата у нее была в 2 раза выше, чем на предыдущей работе. Не надо быть перфекционистом и заебывать себя. В чем секрет? Чем дольше вкладка остается открытой, тем больше кажется пропасть до первого шага, чтобы догнать создавшийся пробел. Его не хочется делать сильнее, чем дольше ты его откладываешь. Это называется самосаботаж. Закрой предыдущую вкладку и стартани следующую. Или закрой предыдущую вкладку, подожди, вдохни, выдохни, похвали себя, выпиши себе премию, начни следующую вкладку. Но вкладочки нужно чистить регулярно, потому что мозг, кэш в мозгу забивается. Оперативка классная, но все равно она ограничена. Итак, эффект зигарник – это когда твой мозг держит все незавершенные дела в активном напряжении.
Если ты ничего не делаешь, то это прокрастинация, тревога, чувство, что ты какой-то ломанный, или не такой, или откладыватель, или ленивый. Если же ты делаешь правильно все, то эффект Zeigarnik – это твой помощник. 2 минуты, чтобы включить любой процесс в плюс. Стартануть. 2 минуты, чтобы закрыть висячие старые отжившие себя задачи. Ритуал завершения. Результат – это освобождение. Честная, живая энергия. Это я хочу и буду делать. Это я не хочу и не буду делать. Твой мозг – это не мусорка для чужих ожиданий, невыполненных обещаний, отложенных дел. Твой мозг – это инструмент для жизни. Заточи его. Это не сепаратор для пыток. Это если у тебя 15 вкладок в голове, ты ленивый, измученный. Нужно не говорить «я ленивый, я измученный», потому что так ты себя никаким образом не похвалишь, не перепрошьешь. Это программа моего мозга. Это она срабатывает. Это во мне живет Bloom Zeigarnik. Пожалуйста, собака на цепи – это мой мозг. Если ты отпускаешь мечту, обещание, несбывшуюся задачу, это не значит, что ты плохой. Иногда это не твоя задача. И если твоих открытых вкладок больше, чем пальцев на обеих руках, если ты чувствуешь, что ты сломан, и тебе реально нужна поддержка для того, чтобы расчистить эти авгиевы конюшни твоих списков задач, давай позвони мне, и мы переназовем твои долги в выборы, а я помогу тебе половину из них закрыть. Не потому, что ты слабый, не потому, что ты это не можешь сделать сам. Тебе нужно немножечко внимания и любви. У меня их есть. Запишись на личную консультацию. Там внизу в описании есть ссылочка. Я буду рада тебя видеть. С тобой была Стими Джулия. Hot Science Project. Спасаю мозги, мотивирую. Я ментор, я не дементор.